В архиве Управления древности Израиля среди старых отчетов, хранящихся в хранилищах без особых обозначений, есть папка под номером B77. На ее обложке нет громких названий. Только дата — конец 20 века и подпись геологической комиссии. На первый взгляд, это обычный документ о характеристиках известняка в районе Восточного Иерусалима. Но его последняя страница — то, что заставило исследователей остановиться. Речь идет о скальной камере, предположительно относящейся к первому веку, в районе деревни Эль-Азария. В отчете описана структура гробницы, размеры, состав породы, степень эрозии. Все кажется стандартным, пока не доходит до описания одной детали. На потолке погребальной камеры зафиксирована трещина, но не сама трещина вызывает удивление, а ее форма. По словам геологов, форма этой трещины напоминает крест, и хотя подобные совпадения в природе возможны, здесь указывается, что симметрия слишком точная, чтобы быть случайной. Однако важно понимать, никакой мистики или заявлений о чуде в отчете нет, только факт. Трещина, зафиксированная с четкими координатами, имеющая форму, вызывающую вопросы. Объяснение дается осторожное. Возможно, напряжение в породе сформировало ее в момент деформации, но вероятность такого совпадения крайне мала. Никаких попыток интерпретации или религиозной символики не делается. Но само упоминание такой формы над местом, которое местная традиция называет гробницей Лазаря, стало отправной точкой для последующих споров, исследований и теорий. Это была не сенсация в СМИ, а заметка на полях научной документации, которая позже привлекла внимание широкой аудитории. То, что считалось второстепенной геологической аномалией, неожиданно оказалось в центре многолетнего обсуждения. И началось оно не с верующих, а с тех, кто обычно работает с уровнями pH и плотностью породы. А вскоре интерес к этому месту вырос до такой степени, что ученые решили вернуться туда с новыми инструментами. Скальные могилы, распространенные в Иудее времен первого века, представляют собой небольшие камеры, вырубленные в известняке. Одна из таких находится на окраине современной деревни Эль-Азария. Для местных она давно является местом паломничества, но для археологов интерес представляет не легенда, а сама структура гробницы. Камера вырублена в толще породы с удивительной точностью. Вход ведет в короткий коридор, за которым следует основное помещение. Внутри каменный уступ, на котором, согласно традиции, покоилось тело. Стены сохраняют следы ручной обработки. Это видно по отметкам инструментов. Потолок неровный, с естественными трещинами, но одна из них, как уже отмечалось, выделяется. Инженеры провели замеры и определили: гробница соответствует архитектурным особенностям погребений иудейской традиции того времени. В ней нет богатой отделки или фресок, как в гробницах знатных. Все скромно, функционально. Именно так, как и описано в Евангелии. Простой склеп для семьи среднего достатка. Внутри нет золота или драгоценностей, только камень и пыль. Однако именно эта простота и делает ее ценной. Она не была перестроена, не претерпела значительных изменений и потому сохраняет оригинальные черты. Когда ученые вошли в нее в конце 20 века, они сразу отметили: атмосфера в камере необычно стабильная, влажность и температура почти не изменялись. Это создало условия для сохранения мелких деталей, таких как насечки и возможные следы пигментов на стенах. Также было замечено, что пол покрыт тонким слоем пыли, но без признаков значительного перемещения людей в последние десятилетия. Все это говорило о том, что гробница долгое время оставалась нетронутой, или почти нетронутой. Потому что на одной из стен было замечено нечто, что потребовало отдельного изучения. Но чтобы понять значение этого места, нужно выйти наружу и взглянуть на то, как оно связано с окружающим миром. Сегодня Эль-Азария — оживленный палестинский поселок, находящийся всего в нескольких милях от Иерусалима. Но его арабское название переводится как «место Лазаря». Это не поэтическое имя, это устойчивое, исторически закрепленное обозначение, которое местные жители используют с поколения в поколение. Несмотря на политические и социальные перемены, память о Лазаре здесь не исчезала. Даже в периоды конфликтов, когда другие святыни разрушались или терялись, эта местность оставалась связанной с одной конкретной историей. Паломники, приезжающие сюда, часто не нуждаются в картах. Дорогу им указывают местные, ссылаясь не на адреса, а на события, произошедшие 2000 лет назад. Исследователи обратили внимание, что в отличие от многих других библейских мест, здесь связь с прошлым сохраняется не через руины, а через живую традицию. Это редкий случай, когда историческая память закреплена не на бумаге, а в устной передаче. Даже при отсутствии письменных свидетельств, многие поколения жителей передавали знания о гробнице, как о месте, которое требует уважения. Здесь не слышно рекламных лозунгов, нет турникетов. Пожилые мужчины указывают направление
направление, рассказывая, как их отцы и деды показывали дорогу к склепу. Этот элемент, живая локальная память, стал особенно ценен для исследователей, поскольку позволяет сопоставить археологические данные с реальной социальной практикой. И хотя это не доказательство в строгом смысле, именно оно часто становится отправной точкой для исторического анализа. Город не создает иллюзию древности, он продолжает жить. Но под его улицами и домами скрыты слои, которые постепенно раскрываются. Следующим шагом стало изучение источников, которые впервые упомянули это место. Не в легенде, а в текстах. История Лазаря занимает всего одну главу в Евангелии от Иоанна, но ее влияние огромно. Согласно тексту, именно в Вифании, деревне неподалеку от Иерусалима, жил Лазарь с сестрами Марфой и Марией. Их дом был местом, куда Иисус приходил не как учитель или пророк, а как гость. Именно здесь произошел эпизод, который христиане считают одним из величайших чудес — возвращение Лазаря к жизни. Важно подчеркнуть, среди 4 канонических Евангелий только Иоанн описывает это событие. В других текстах упоминаний нет. Это создало основу для долгих богословских и исторических дискуссий. Однако для исследователей, занимающихся археологией, первичен сам факт локализации — указание, что все произошло в Вифании. Позднее источники II и III века начинают закреплять традицию почитания этой гробницы. Уже в IV веке христианские паломники отмечают ее как святыню. Среди них Евсевий Кесарийский и Итерия. Они упоминают, что местные показывают им именно эту камеру как гробницу Лазаря. Это важно. Задолго до появления постоянных строений здесь уже формировалось место памяти. И это место не терялось, несмотря на завоевание и смену властей. Таким образом, для историков появляется цепочка. Библейский текст, раннехристианская традиция, византийские свидетельства. Она дает основание рассматривать это место всерьез, даже при отсутствии прямых археологических доказательств. Следующим шагом стало изучение письменных и материальных следов, сохранившихся в этом районе. Интерес к предполагаемой гробнице Лазаря возник не только у паломников, но и у археологов, особенно начиная с XIX века. Первыми научными наблюдениями стали отчеты европейских исследовательских миссий, которые вели каталогизацию христианских святынь Османской Палестины. В этот период особый интерес вызывали места, связанные с евангельскими событиями. Британские и французские археологи вели описание структуры гробницы. Основные работы проводились без разрушений. Чаще всего речь шла о измерениях, зарисовках и сравнении с другими иудейскими гробницами I века. Уже тогда стало понятно, планировка этого склепа типична для периода раннего римского владычества в Иудее. Это включало вход, ведущий в небольшую камеру с выступом для тела и прямоугольным входным проемом, который когда-то мог быть закрыт тяжелым камнем. Однако первые исследователи сталкивались с серьезными ограничениями. Во-первых, не было системы датировок, таких как радиоуглеродный анализ или термолюминесцентное датирование. Во-вторых, гробница долгое время находилась под контролем религиозных общин, что ограничивало вмешательство. Византийский храм, построенный над гробницей, несколько раз разрушался и восстанавливался. Это добавляло архитектурных наслоений и затрудняло отделение оригинального слоя от позднейших конструкций. Несмотря на это, ученые все чаще отмечали, даже если невозможно на 100% утверждать, что это именно та гробница, которой поклонялись в Евангелии, само место несет в себе черты исторической подлинности. И все же до конца 20 века не существовало комплексного научного исследования, объединяющего археологию, геологию и текстологию. Лишь с развитием новых технологий появилась возможность заново взглянуть на старую камеру. В последние десятилетия археология сделала мощный рывок вперед благодаря цифровым технологиям и более точным методам анализа. Когда ученые получили согласие на проведение комплексного обследования гробницы в Эль-Азарии, они использовали оборудование, которое раньше применялось в исследованиях пирамид и подземных камер Европы. Первым этапом стал трехмерный лазерный скан. Он позволил создать точную цифровую модель всей камеры, включая микротрещины и отклонения в структуре потолка. Эти данные стали основой для последующего анализа напряжений в породе и выявления возможных зон искусственного вмешательства. Но никаких признаков инструментальной обработки обнаружено не было. Все, включая трещины, оказалось результатом природных процессов. Следующим шагом стал спектральный анализ пород. Этот метод позволяет определять минеральный состав камня и выявлять следы органики или загрязнений. По результатам исследования стало ясно: известняк в районе гробницы подвергался естественному старению, слабо изменен во времени и не содержит включений, указывающих на более поздние модификации. Команда также использовала инфракрасное картографирование, чтобы определить наличие скрытых пустот или вторичных ходов.
Все оказалось стандартно. Никаких тайных туннелей или скрытых камер под гробницей обнаружено не было. Полученные данные подтвердили, камера не подвергалась капитальной реконструкции с момента вырубки. Ее форма, размеры и расположение соответствуют погребальным традициям первого века. Этот вывод укрепил позицию тех, кто считает гробницу подлинной с археологической точки зрения. Известняк, в котором вырублена гробница, подвержен образованию трещин. Это обычное явление для скальных пород в иудейских холмах. Он реагирует на колебания температуры, влажности и сейсмическую активность, поэтому наличие трещин в потолке или стенах подобных камер неудивительно. Однако в случае с гробницей в Эль-Азарии ученых заинтересовала не сама трещина, а ее форма и положение. Геологи зафиксировали протяженность трещины, ее ориентацию и форму. В отчетах упоминается, что одна из линий имеет почти симметричную структуру и формирует крестовидный узор. Но важно подчеркнуть, никакой идеальной симметрии нет. Это не геометрически выверенный знак, а скорее субъективное восприятие формы, напоминающей крест. Исследователи из Хаивского университета в неофициальных беседах признали, что визуальный эффект усиливается благодаря теням и неровностям поверхности. В официальных публикациях трещина названа естественным результатом тектонического напряжения. Нет никаких оснований утверждать, что она имеет рукотворное происхождение. При этом стоит отметить, даже если форма напоминает крест, она не содержит характерных углов 90 градусов, не имеет центральной симметрии и не ориентирована строго по сторонам света. Все эти признаки снижают вероятность умышленного создания формы. Тем не менее, сам факт того, что трещина проходит прямо над погребальным ложем, остается зафиксированным. Это позволяет интерпретировать ее с разных точек зрения, как символическую, так и случайную. Но ни одно из направлений не дает окончательного ответа. Ученые сохраняют осторожность в формулировках. Они отмечают, геология допускает такие образования, но контекст места придает им дополнительное значение. Не научное, а скорее культурное. При осмотре стен гробницы археологи обнаружили множество мелких насечек и царапин. Сначала они казались случайными, следами времени или разрушений, но при увеличении и анализе освещения стало ясно, некоторые из них имеют структуру букв. Это не случайные повреждения, а преднамеренные гравировки. Большинство надписей сделаны неглубоко, слабо читаемые и сильно повреждены временем. Тем не менее, часть удалось идентифицировать. Они выполнены на греческом и арамейском языках. Исследователи предполагают, что это имена паломников, оставленные в разных веках. Одна из надписей, прочитанная частично, содержит слово «анастазис». Греческое «воскресение». Другие фрагменты указывают на фразы молитвенного характера. Некоторые знаки выполнены грубо, как будто выцарапаны ногтем или ножом, другие более четкие, вероятно, сделанные металлическими предметами. Углеродное датирование патины на поверхности камня, покрывающей гравировки, показало, что надписи появились в разные исторические периоды. Часть из них датируется ранневизантийским временем, другая часть — более поздняя, предположительно, крестоносный период. Важно понимать, подобные надписи не уникальны, их находят в других христианских святилищах, но здесь они придают дополнительную ценность. Подтверждают, что гробница долгое время оставалась объектом религиозного внимания. Они не являются доказательством, что это именно гробница Лазаря, но подтверждают существование непрерывной традиции. Археологи трактуют их как выражение веры, зафиксированной в камне. Вопрос о подлинности гробницы Лазаря неизменно вызывает споры. Одни ученые утверждают, что археологические и текстовые данные согласуются, другие говорят, что это слишком мало для однозначных выводов. Разберемся, какие аргументы действительно весомы, а какие требуют осторожности. Сторонники подлинности ссылаются на несколько факторов. Во-первых, непрерывная традиция почитания этого места с IV века, зафиксированная в письменных источниках. Во-вторых, соответствие архитектурных особенностей гробницы иудейским погребальным практикам I века. В-третьих, сохраненная идентификация деревни Эль-Азария как Вифании, которая укоренилась в названии и местной памяти. Противники, в свою очередь, указывают на то, что между временем описанных событий и первым письменным упоминанием гробницы проходит несколько столетий. Это создает исторический разрыв, в течение которого могла измениться локализация места. Кроме того, критики считают, что отсутствие прямых археологических свидетельств, таких как надпись с именем Лазаря или иные указания, не позволяет однозначно утверждать, что именно здесь произошло описанное в Евангелии. Научный подход требует скепсиса. Археология редко дает стопроцентные ответы, однако
при всей ограниченности данных, именно комплексность, сочетание текстов, структуры, культурной памяти и археологических находок создает довольно прочную конструкцию. Важно, в научных публикациях не утверждается, что это точно та самая гробница. Вместо этого говорится о высокой степени вероятности и значимости традиции, которая сформировалась вокруг конкретного объекта. Это позволяет уважительно относиться к месту, не делая необоснованных выводов. Тем не менее, вокруг гробницы не утихают и более радикальные теории, о которых стоит упомянуть отдельно. Любое место с богатой историей и религиозным значением рано или поздно становится объектом спекуляций. Гробница Лазаря не исключение. В интернете, на форумах и в некоторых книгах можно найти утверждение, что внутри камеры происходили необъяснимые явления, среди наиболее часто обсуждаемых. Форма трещины в виде идеально выровненного креста, якобы не поддающегося геологическому объяснению, а также сосуд с ароматом, который не исчез спустя 2000 лет. Рассмотрим оба случая. Что касается крестообразной трещины, то, как уже отмечалось, ее форма действительно может напоминать крест, особенно под определенным углом или при теневом освещении. Однако ученые однозначно классифицируют ее как природную. В отчетах нет данных о вмешательстве человека, нет следов обработки инструментами. Исследования показывают, что природные трещины иногда принимают форму, которую можно интерпретировать символически, но это не делает их сверхъестественными. Что касается сосуда, упоминаемого в неофициальных рассказах, подтвержденной информации о находке с сохранившимся ароматом не существует в открытых научных публикациях. Возможно, были найдены остатки масел или фрагменты керамики, но никаких отчетов о чудесно сохранившемся запахе, способном пережить века, нет. С научной точки зрения масла подвержены распаду, особенно в условиях непостоянной температуры и влажности. Тем не менее, сама атмосфера гробницы, ее связь с важным евангельским событием, а также археологическая интрига создают почву для мифов. Люди ищут чудо, особенно там, где история и вера соприкасаются. Это объясняет, почему даже непроверенные версии продолжают распространяться. Важно понимать, научные исследования требуют осторожности. И хотя такие теории придают истории остроты, они остаются за пределами фактических данных. И все же, даже в условиях жесткой проверки, гробница Лазаря не теряет своей притягательной силы. Гробница в Эль-Азарии остается объектом, который одновременно вызывает уважение и вопросы. Она не дает однозначных ответов, но и не позволяет отмахнуться. Традиция, архитектура, археологические находки, надписи, геологические наблюдения — все это складывается в картину, которую невозможно игнорировать. С научной точки зрения, место подтверждает свое соответствие эпохе. Оно расположено в нужной локации, имеет правильную структуру и связано с устойчивой исторической памятью. Да, не хватает прямых доказательств. Нет подписи Лазаря на стене, нет папируса с датой захоронения, но и археология редко дает такие находки. Зато она предоставляет контекст, который говорит сам за себя. Для верующих гробница остается местом встречи с прошлым и вечностью. Для исследователей — полем для изучения взаимодействия между памятью и материальностью. Для паломников — возможностью прикоснуться к событию, которое сформировало один из главных символов христианства. И хотя чудесные элементы, такие как крест, трещина или аромат, не получили научного подтверждения, они продолжают жить в воображении, потому что вера и наука не противники. Это разные языки, описывающие мир. И гробница Лазаря — редкий пример место, где оба этих языка звучат одновременно. В этом молчаливом каменном помещении нет шоу и спецэффектов, только тишина, резонирующая с вопросами. Возможно, именно это делает ее по-настоящему уникальной. Потому что иногда, чтобы услышать, нужно просто остановиться и прислушаться.